Российский президент Владимир Путин посетил столицу Азербайджанской республики Баку с государственным визитом. Всем добрый день, это Алексей Наумов и шоу «Разбор». Сегодня мы разбираемся в важности визита российского президента в Азербайджан, смотрим, что он говорит нам о двусторонних отношениях и о том, какой мир хотели бы выстраивать вместе Россия и Азербайджан, Владимир Путин и Ильхам Алиев. Владимир Путин официально прилетел в Баку 18 августа. Хотя некоторые СМИ писали, что на самом деле российский президент оказался в столице Азербайджанской республики чуть раньше, что, безусловно, свидетельствует о том, что Азербайджан — это не чужая, дружественная для него страна. Давайте исходить из официальной точки зрения. Переговоры российского президента и азербайджанского президента состоялись 19 августа. Но до этого мы помним, как выглядела встреча российского президента и его первое взаимодействие с Ильхамом Алиевым. Помним и эту расстегнутую рубашку, помним эти объятия, помним эти улыбки и понимаем, что атмосфера дружбы, атмосфера некоего единения и атмосфера своих людей, людей, которые друг друга понимают не только потому, что они говорят на одном языке формально, например, на русском, а то, что это буквально два политика, которые говорят между собой на одном политическом языке. Они друг друга понимают, они друг для друга свои люди. Таких людей сейчас на самом деле на международной арене не так много. Это важно, и это нужно ценить с межгосударственной точки зрения. Слова «союзность», «дружба», «соседство» неоднократно фигурировали в речах президентов и всячески подчеркивались. Показательным было, например, что после переговоров азербайджанский президент пригласил российского проехаться по Белому городу на автомобиле. Господин Алиев был за рулем, господин Путин сидел рядом на пассажирском сиденье. То есть понятно, что уровень доверия здесь высокий. Это не только свидетельствует о реальном уровне вот этого доверия, но и о том, что его специально показали. Видите, вам не удалось нас расколоть, мы становимся все ближе в условиях вот такого турбулентного мирового порядка. Безусловно, Россия ставит Азербайджан в ряд своих важнейших политических партнеров. На транзит через Азербайджан, на коридор север-юг завязана и будет завязана значительная часть торговли России со всем глобальным югом. Важную роль играет и газовый транзит. Формально Азербайджан потребляет российский газ, а продает свой газ в Европейский Союз. Как вот это соотношение выглядит по факту, мы не знаем. И обратите внимание, что комментарии на этот счет у политиков всегда относительно неконкретные и относительно обтекаемые, чтобы все были довольны. Все, кто хочет получить газ, его получили, а все, кто хочет продать газ, его продали. Вот такое доверие и взаимодействие. В-третьих, Баку становится надежнейшим политическим партнером на Южном Кавказе. На контрасте, кстати, с Арменией, которая приглашает к себе какие-то американские военные делегации, все чаще видит себя в ряду стран ЕС, находясь географически, сами мы понимаем где. И на фоне выраженного через посла Азербайджанской республики в России Полада Бюльбюль-Аглы желание Азербайджана вступить в организацию БРИКС. Можно сказать, что союз России и Азербайджана становится реальным, настоящим и действующим, в то время как формальный союз России и Армении сегодня, по сути, ничего из себя не представляет. И я думаю, что со временем формальность будет приведена в соответствие с реальностью. Очень важно также, что азербайджанский президент подтвердил, что декларация о союзническом взаимодействии, подписанная в феврале 2022 года в Москве между Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, действует. Никакая ратификация, о которой говорят те, кто не хочет видеть сближение России и Азербайджана, этой декларации не нужна. Декларация есть, декларация работает, с ней, слава богу, все хорошо, и мы надеемся, что она и дальше будет наполняться конкретным содержанием. Для Азербайджанской республики выстраивание отношений с Россией также выгодно и полезно. Помимо, собственно, доходов от транзита, от вот этой вот газовой сделки, газового взаимодействия, есть и вектор политический.
Азербайджан демонстрирует свой суверенитет, свою независимость, готовность прокладывать свой курс в международной политике и иметь со всеми центрами силы доверительные, уважительные отношения. Мы понимаем, что сегодня Баку успешно взаимодействует с Москвой и Вашингтоном, с Брюсселем и Киевом, с Анкарой и практически с каждой мировой столицей. Понятно, что отношения с Европейским Союзом и США в последнее время несколько натянуты, но, как я неоднократно говорил, сегодня никто не может позволить себе без ущерба собственным интересам разорвать отношения с Азербайджаном или же испортить их. Кроме того, Россия и Азербайджан сегодня демонстрируют миру, как выглядит настоящий союз двух стран. Дело в том, что мы привыкли понимать под союзом положение ведущего и ведомого, положение большой страны и маленького сателлита у него на поводке. Вот, например, посмотрите на Соединенные Штаты Америки. Можно ли назвать полноценно США и, скажем, Японию союзниками? Формально можно, но по факту мы понимаем, что Япония не пойдет против воли Соединенных Штатов, и, по сути, глобальные желания США, Вашингтона, будут осуществляться. Так что это нельзя назвать союзом. Это скорее такие некие зависимые отношения, когда у вас есть хозяин, а есть тот, кто ему подчиняется, клиент и патрон. Отношения России и Азербайджана же сегодня взаимовыгодны, взаимоуважительны и равноправны. Это не значит, что во всех, без исключения, вопросах внешней политики Россия и Азербайджан идут нога в ногу, стопа в стопу. Совсем нет. И Россия, и Азербайджан понимают, что для каждой страны в первую очередь важны собственные интересы, собственная выгода, собственный политический расчет. Но при этом взаимодействие между этими странами доверительное. Они не ждут друг от друга подвоха, они не ждут, что какая-то из стран начнет отстаивать не свои интересы, а какие-то эфемерные, например, какие-то общечеловеческие, общедемократические, заокеанские, в конце концов. Так что вот так сегодня выглядит союз. Это два государства, которые понимают необходимость и важность друг для друга, готовы доверяться, в чем-то идти на уступки в рамках этой дружбы, но в целом, что называется, полноценно дружить и союзнически взаимодействовать, как и указано в названии этой вот известной декларации. Примечательно, что расставлены точки над «и» относительно Азербайджана и Армении. Мы помним, что министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров в комментарии четко сказал, что именно Армения сегодня несет ответственность за неисполнение своих обязательств по открытию коммуникаций на Южном Кавказе. Мы видим, что, несмотря на очень теплую и дружескую атмосферу, президент Путин, например, не посетил Шушу. Я думаю, что это делается для того, чтобы показать Армении: да, у нас есть московская площадка для переговоров. Пожалуйста, садитесь за переговоры, смиряйтесь с политической реальностью, у вас есть буквально последний шанс. Мы сегодня видим, кто на Южном Кавказе является друг другу надежным партнером, другом, союзником, а кто является государством, которое не очень конструктивно, а даже порой деструктивно действует в региональной политике. Так что, как я неоднократно говорил, отношения России и Азербайджана – это пример адекватных, взаимовыгодных, взаимоуважительных отношений не только на территории бывшего СССР, но и в целом образец для всего мира. Как две страны могут выстроить хорошее, теплое, доверительное отношение и на уровне государств, и на уровне лидеров, и буквально показать миру, как это делается. С нетерпением ждем ответный визит президента Ильхама Алиева в Москву в апреле 2025 года и с радостью следим за развитием российско-азербайджанских отношений. Это был Алексей Наумов и шоу «Разбор». Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, поставьте лайк и оставьте комментарий, в чем бы вам хотелось еще разобраться. До встречи через неделю.